Сегодня пользователи гуглят в интернете. Да, уже много лет мы используем этот термин, но Google не стоит на месте. Он меняется и с каждым днем, добавляя новые функции, к которым, возможно, вы уже готовы, а некоторые нет. Я обратил внимание по жалобам некоторых клиентов, которые мне писали, либо старых клиентов, с которыми мы давно работали, что вау, у нас упал трафик, мы не знаем, что делать, катастрофа, как нам быть? И я начал общаться с клиентами уже где-то начиная с октября месяца и интересоваться, что у них происходит в целом по бизнесу, как у них происходит ситуация с трафиком, как идут дела с продажами, и обратил интересную тенденцию. Я изучал аналитику большинства всех своих клиентов и обнаружил очень необычный момент. Я обнаружил новый источник трафика ChatGPT, но я обычно никогда не сопоставлял его с таким показателем, как конверсии. Я увидел, что там в среднем 5-6 визитов с чата GPT дают 3-4 конверсии. В среднем по всем клиентам корреляция была за месяц примерно такой. То есть за месяц приходит совсем небольшое количество людей на ваш сайт, но гарантированно что-то покупает. Гарантированно регистрируется, гарантированно делает заявку на звонок. Я проверил это даже на сайте SEO Quick и увидел то же самое. И это новая эпоха. Новая эпоха, как попасть в ранжирование в чат GPT. И сегодня в этом подкасте мы это разберем. Давайте возьмем, к примеру, меня, которому нужно купить декоративную штукатурку в Одессе. Первое, что, конечно же, приходит в голову, да, это пойти в Google и вбить этот запрос в поиске. Вуаля, мы видим все, что нам нужно. Мы видим рекламу, мы видим магазины, которые продают, видим, что можно где-то купить. Вот представьте себе ситуацию, я не сильно разбираюсь, какую купить лучше. И даже напишу, какая лучше, здесь запрос, да, я вижу все равно рекламу на данный момент вот в чистом виде, как она есть. То есть все равно для меня глаза разбегаются. Но я могу уже непосредственно пойти в чат GPT и в чате GPT проверить этот же запрос. Мне нужно купить декоративную штукатурку у вас в Одессе, посоветуй, где и какая лучше. Если я уже спрашиваю GPT, он даст мне более развернутый ответ и покажет определенные сайты. Вот, и он уже мне предлагает и говорит даже, куда смотреть. Какие бренды, какая цена, показывая ссылочки, куда мне непосредственно лучше перейти и сразу посмотреть. Второй момент, он может тут сказать, что у них есть за функционал. Вот посмотрите внимательно. Уже сегодня для пользователей, которые пользуются платным либо бесплатным GPT, а бесплатное GPT использует огромное количество людей, они получают полный ассортимент, где им что брать. Они получают полную информацию, что им брать. Не надо читать статьи в блоге. Они просто идут в GPT и спрашивают. Более того, если я вот возьму просто этот запрос и даже вбью в Google, Google мне тоже выдаст развернутый ответ. То есть вот он скажет, где ее брать, на каких сайтах, где можно ее посмотреть, какая она продается. Если, допустим, спрошу вот в Одессе, он мне, пожалуйста, сейчас даже для Одессы подберет. Вот бренды он подберет и даже магазины, где ее можно купить. Обращаю внимание, я уже не вижу рекламу, я уже не вижу обычную выдачу. И сайты, которые находятся здесь гораздо ниже, не получают должного охвата. То есть даже если вы находитесь где-то здесь, есть высокая вероятность, что в будущем вас не купят. И особенность заключается в том, что по длинным запросам клиенты перестали получать трафик. То есть если раньше человек вбивал странные длинные запросы и он получал трафик на свой сайт и продажи, сейчас он перестает получать трафик, потому что человек удовлетворяется тем, что увидел в выдаче, либо вообще ушел в GPT, что я обратил внимание, и непосредственно отсюда уже производит заказ. Звоночек. Вы будете терять продажи, если вас здесь не будет. И вот здесь, в этом видео, я постараюсь рассказать, как же сюда попасть и каким образом сюда попали те или иные сайты. Из первых важных моментов, на которые я бы обратил внимание, чат GPT не обновляется в реальном времени.
Точка. Но Google за счет Gemini обновляется в реальном времени и обновляет свой датасет, как мы подозреваем, с каждым core-апдейтом. Я более чем уверен, что Google AI Overview, который вы видели в Google, он обновляется исключительно на анализе ответов оттуда. Причина простая. У Google есть полный доступ к кэшированным данным ваших сайтов. Он имеет полную текстовую информацию всех сайтов, которые собрал. ChatGPT здесь ограничен. Его функционал основан на том, что он не сканит сами сайты. Он сканит так называемую базу Common Crawl. И эта база Common Crawl сканит все остальные сайты в интернете. И отдает преимущество, конечно же, большой пул сайтов, который она прорабатывает, это англоязычный. Поэтому всем, кому нужно сейчас в англоязычном сегменте зайти в Common Crawl, это видео будет максимально полезным, и вы можете уже мне писать, регистрироваться на звонок, и мы собираем таких клиентов. Потому что как туда попасть, есть уже хороший и отработанный механизм. И в Common Crawl попасть гораздо проще и желательно побыстрее. Почему? Обращу для вас внимание. Версия GPT-3, с которой мы начали наши первые ролики вообще про GPT на нашем канале, она обновилась, данные собрала с конца 2019 года и начала 2020 года. То есть вот Common Crawl база вошла за этот период. То есть это все сайты, которые туда вошли, он съел и закинул в свою базу обучения. В GPT 3.5 зашли все сайты, которые вышли до середины 2021 года, и туда зашло весь контент, который не попал в Common Crawl до этого, да, но вышел позже, то есть более свежий. И он тоже фильтруется. Как он фильтруется, расскажу чуть дальше. GPT-4, который вышел в марте 2023 года, зашел контент, который частично попадает 2022 года. И GPT-4 Turbo, одна из последних моделей, предпоследняя модель, зацепила весь контент до октября 2023 года. А текущая модель, которая работает на июнь 2025 года, на момент записи этого видео, обучалась на данных середины 2024 года. То есть, если вы писали какой-то свежий контент, вероятно, что он находится в самой оригинальной базе GPT. Учтите, у него есть два способа. Он может искать контент, и он ищет, как обычный поисковик, используя движок Bing. И, конечно же, у него есть внутренняя база, из которой он черпает данные. И те данные, которые там есть, они находятся на сегодняшний день, это середина 2024 года. Поэтому, если вы сейчас обновляете контент, переписываете контент, в новую модель GPT вы можете вовремя залететь. Если нет, то верить, если графику, то ждать нужно будет минимум полгода, а то и год, чтобы ваши данные залетели в новую систему обучения. Хотите ждать? Можете ждать. Я рекомендую не ждать. Это момент такой по поводу базы. В итоге, если так подумать, многие задают вопрос, а можно ли обучить GPT за счет запросов? Нет, нельзя. Даже если вы ему скажете, что его ответ некорректный, скорее всего, он запомнит всего лишь этот ответ в рамках существующей сессии. То есть такой эффект, как Google переводчик научили переводить одно слово на другое слово неправильно, да, за счет отзывов клиентов, тут не сработает. Система имеет встроенную защиту. Она заложена на базе вообще создания. Я говорю про OpenAI GPT. В Гугле есть возможность пожаловаться, но там такие жалобы фильтруются и очень сильно на случай спама. Вот. OpenAI может использовать обезличенные логи для анализа качества, но не для обучения модели. Всего лишь для этого, чтобы в новой системе учли ошибки. И GPT не имеет доступа к интернету, кроме как если вы его не заставите искать. То есть, если система по запросу, по промпту, заставит его искать. И здесь нужно уметь ранжироваться в Bing. Да, именно в этом самом поисковике, который вообще мало кто знает. И более того, для ранжирования в Bing нужно тоже произвести ряд манипуляций. Я про ранжирование в Bing писал статью, про Bing Webmaster. У меня есть статья на сайте, я советую чекнуть ее, посмотреть. И, конечно же, можно ли помочь GPT выучить что-то? Напрямую нельзя, но можно косвенно помочь. И косвенно, если ты создаешь популярный, индексированный, публичный контент, то есть 3 ключевых слова, популярный, индексируемый, публичный, то он, скорее всего, попадет в открытый датасет Common Crawl. То есть вас парсит Common Crawl. В будущем модель соберет эти данные, если оно не пойдет под ножик, вот здесь второй момент, да, то эти данные попадут в общую систему обучения. И третий момент, тогда, говорится, твои данные, твой сайт может по каким-то конкретным запросам войти в GPT. И здесь мы переходим к чек-листу, который вам, возможно, будет интересно знать. Но вставим ремарочку. Мы говорили по поводу видеомаркетинга. Вы знаете, что видеомаркетинг – это круто. Так вот, GPT не дружит с видео.
вообще хочу вот сразу вам сказать, вот этот момент оговорить. GPT ничего не знает про ваши видео. Он даже не знает, какой там контент. Не знает ничего. Единственный способ сообщить ему, что у вас есть видео, про которые там что-то говорится, это выложить расшифровку видео где-то на сайте, желательно перевести еще и на английский, выложить на каких-то популярных ресурсах, либо создать собственный блог на Medium, и туда выложить расшифровки видео, с ссылкой на ваше видео с упоминанием, что это за канал. И точно так же это попадет в базу Common Crawl, и он узнает, что существует такое видео, которое про это рассказывает. Другого способа нет. Пока что нет. Итак, мы переходим к самой вкусной части. Это чек-листу. Записывайте, я постараюсь на экране его вам вывести, но этот чек-лист я буду озвучивать детально для тех, кто слушает меня в аудио, есть у нас и подкаст-версия, это будет озвучено детально. Первое, конечно же, нужно четко разобраться со структурой сайта. У вас должен быть открытый robots, непосредственно для user agent звездочка, да, классической, disallow ничего, да, то есть мы должны, если и закрывать, то только какие-то конкретные страницы, которые нам точно нужно закрывать в robots. Весь остальной контент нужно, конечно, открыть. У каждой страницы должен быть уникальный title и meta name description. Это ключевая особенность для ранжирования. Те страницы, которые у нас идут в индекс, уникальный title и meta tag description. Как это сделать, как проверить, есть ли у вас или нет, конечно же, я рекомендую воспользоваться нашим инструментом. Наш инструмент позволяет в быстром режиме проверить весь ваш сайт, пусть даже сейчас он разрабатывается, но многие функции на нем уже достаточно доступны, и этот инструмент в будущем, я считаю, станет нашей визитной карточкой во всех смыслах. На нем можно быстро проверить весь свой сайт, просканировать его, найти все ошибки, найти все страницы, которые вам не нужны, найти странички, которые у вас индексируются, которые не индексируются, пересканировать вообще в любой момент ваш сайт, найти ошибки в тайтлах, найти ошибки в дескрипшенах, то есть можно посмотреть вот даже, что у нас, допустим, из ошибок, да, которые есть, можно посмотреть, какие просто длинные, где есть ошибки, то есть для удобства это все можно увидеть. Тул позволяет сразу проверить, какие у вас записаны метаданные, как они выглядят, вы можете для удобства их отредактировать и, конечно же, отредактированную версию метаданных передать контент-менеджеру для заливки. Очень просто, функционал инструмента простой, ссылочка, конечно же, будет в описании. Регистрируйтесь, пользуйтесь, он бесплатный, а также на сегодняшний момент, если вы успеете взять годовой тариф, на него действуют скидки. И вы можете, конечно же, посмотреть, какие у нас есть скидки на нашем туле, а также установить бесплатное расширение Chrome Extension, которое позволит вам, конечно же, открыть свой сайт и посмотреть все данные по сайту в живом режиме, посмотреть и какие у вас мета-теги title, description, как выглядит ваш сниппет в Гугле. И самое главное, посмотреть структуру заголовков на вашем контенте, как она идет, какое у вас качество контента, как оптимизирован с точки зрения SEO. И самое главное, посмотреть наличие нужных ключевых слов, которые есть, и проверить свой контент на ИИ, проверить контент на скорость, что очень удобно и абсолютно бесплатно, не требует никаких серьезных вложений. Посмотреть, в случае чего, не нужно ли вам проплатить домен, потому что бывают случаи, что забывают. Инструмент простой, ссылочку я оставлю в описании. Следующее, на что нужно обратить внимание, это контент должен быть размещен внутри тегов article, main, section или div class content. То есть теги классические HTML, которые мы используем, они именно оттуда и берут контент. Весь остальной контент GPT и Common Crawl Database будут игнорировать. И, конечно же, используются, заголовки H1, H3 в логичной иерархии. Не зря мы в нашем инструменте об этом говорим и настаиваем, что иерархия должна быть очень четкой. H1 должен быть 1, иерархия H2, H3 и всех остальных должна быть логичная. Я думаю, H4 вам для большинства страниц контента не нужен. Достаточно рубрикации список и подсписок. Этого с головой хватает. Нет блокировки через noindex, nofollow, canonical. И самое главное, что нет контента, который подгружается через JavaScript. Да, разработчики, которые обожаете JavaScript, у меня для вас плохие новости. Не делайте сайты, которые выгружают контент через JavaScript. Google с трудом этот контент кушает, а Common Crawl не кушает его вовсе, и, соответственно, GPT о нем не узнает. Если вы писали какое-то очень классное исследование, качественный контент, но закрыто какой-то кнопочкой скрипта читать далее, а он это не увидит.
Конечно же, URL, которые вы делаете, да, ссылка, именно текст ссылки, должен быть читаемым, понятным. Старайтесь не использовать нумерацию какую-то в ссылках, просто какие-то странные символы, которые используются для ссылок. Старайтесь сделать так, чтобы ссылки были человекопонятными. Тоже называется ЧПУ. Человекопонятные URL. И теперь переходим к тепленькому. Про то, что, наверное, многие не знают. Если вы хотите, чтобы ваш сайт попадал в GPT, ранжировался хорошо по контенту в GPT, вот мы говорим сейчас про ключевой контент, то есть странички, чтобы ваши туда залетали, я бы посоветовал вам создать RSS-фид всех ваших страниц. Да, у вас, вы скажете, интернет-магазин, возможно, это и не надо. Да, ему это не надо в чистом виде. Но я до сих пор замечал, что можно создать и для них, если сильно хочется. Потому что если у вас странички категории имеют контент, я бы запихнул и их тоже, потому что пускай этот контент тоже залетит. Я бы создал такие RSS-фиды для этих всех страниц. Делаются они, конечно же, в формате RSS или атома. Второй момент. Фид содержит последние публикации с заголовкой, датой, автором, ссылкой и полным содержанием. И фид должен быть доступен без авторизации капчи. Что с этим фидом делать? На самом деле есть фид-сабмиттеры, RSS-сабмиттеры. Их достаточно большая база сайтов. Их нетрудно найти, но самое смешное, что их можно спросить у GPT, да, какие RSS-сабмиттеры ты рекомендуешь, чтобы они попали в Common Crawl. И он вам выдаст. Вот там и нужно его добавить. Ничего сложного, но добавляем. Одна единственная особенность, здесь мы говорим про англоязычные сайты, там это вот работает. С русскоязычными и украиноязычными сайтами здесь сложнее, потому что список очень ограничен, и иногда GPT вам будет их не выдавать. Мы знаем, где размещаться, поэтому кому нужно, вы можете обращаться лично ко мне, мы эту услугу уже оказываем, уже есть клиенты. Вот. Конечно же, что еще нужно делать? Нужно публиковаться в агрегаторах. Как ни странно, Google Publisher, как для новостей, закрыл Google Новости в чистом виде, но позволяет добавить себя как блог. Да, мы себя добавили, SEO Quick добавлен в Google Publisher как блог. И мы обратили внимание, что почему бы других клиентов не добавлять, если они пишут реально прикольный, качественный контент. Про это чуть позже в видео я расскажу. Второй момент, есть сервисы типа аналоги Feedly, где можно через форму добавить сайт. И можно добавить сайт по RSS-фиду, и Feedly система такая, что она его съест, и она часто потом его рекомендует. И у нас подозрение, что Common Crawl перетаскивает и оттуда из Feedly RSS-сайты тоже. Вот, конечно же, на сайте нужно добавлять, чтобы у вас был логотип, контакт, четкая HTML-карта сайта. Да, HTML-карта сайта такая новинка, и мы заметили, есть не у всех, но она очень помогает индексации этому самому Common Crawl. Статьи должны быть опубликованы, также дополнительно можно размещаться на Reddit, можно размещаться на отдельных ветках. Я рекомендую публиковать контент с ссылкой на себя. Да, поднимаете ветку, делаете ссылку, чтобы автор, это ваши статьи, и ведете свой Reddit-блог. Можно создать свою собственную группу, можно где-то добавиться в какую-то популярную. Можно, если вы пройдете модерацию, туда нужно идти, конечно, не со всем контентом, а с тем, который вы считаете максимально полезным. Вот. Теперь переходим к самому вкусненькому. Что с контентом? Какой контент вообще Common Crawl кушает? В первую очередь публикуют, хорошо заходят статьи с объемом от 800 до 4000 слов. То есть объемные материалы отлично туда залетают. Вот. В статье должна быть, соответственно, вступление, структура, списки, ссылки на источники и таблицы. То есть статья должна быть достаточно развернутая. Картинки, к сожалению, надо просто подписывать альт-теги. Картинки, они нормально не кушают. Да, воспринимается только текст. Вот. Очень важно, чтобы были ключевые фразы, всевозможные синонимы, темы в естественном контексте. Привет, LSI, копирайтинг. Все это есть, все это заехало. Только мы теперь не паримся на вхождение ключей ради Гугла, ради его поиска. Наша задача по максимальному разбить все слова, которые как-то связаны с бизнесом, в нужном контенте. То есть методы инструменты те же, методы другие. Вот если так вот прямо говорим. Вот, конечно же, пишем статьи, прикручиваем себе англоязычную версию сайта, чтобы, прекрасно туда залетать. То есть у вас сайт на украинском, на русском, например, но вы делаете еще и английскую версию сайта, все аккуратно переводите, и вот эту английскую версию сайта там продвигаете. То есть не совсем ваша аудитория, да, но мы это делаем ради него, ради GPT, чтобы он узнал, что у вас же есть еще и такая версия сайта. Он по домену все прекрасно поймет. Вот, и если мы пойдем дальше...
Контент не содержит копипасты и автоматически сгенерированных блоков. Да, мы должны проверять свой контент на то самое ИИ. То есть, проверяя контент, мы должны проверять его, нет ли у нас сгенерированного контента. Как это сделать? Конечно же, при помощи нашего инструмента. Я не я, если бы не рассказал про техническую оптимизацию. И в технической оптимизации есть свои моменты. И я хотел бы сказать, что первое, что вам нужно будет сделать, это, конечно же, добавить микроразметку. Есть 4 микроразметки, которые являются must-have для сайта, и их отсутствие – это катастрофа для вашего ресурса. Ну, то есть вот для того, чтобы вообще нормально ранжироваться. Первая микроразметка – это article, которая должна быть на разделе блога. То есть у вас должен быть этот раздел, на котором вот что-то написано. Даже банальная инструкция, как работает ваш инструмент. How it works имеет микроразметку article, и там вот, все расписано вот в блоках, как оно есть. Какие-то инструкции, как использовать, для каких задач это используется ваш инструмент. Этот материал должен быть. Второе – это веб-пейдж. Она должна быть на всех страницах. Здесь классика, ее нужно прописать. Name, alternate name. Узнается это все непосредственно с этой микроразметки. GPT не ищет это, не лазит по вашим страницам. Он берет вообще базу другого сайта, который это все собрал, и структурировал, и убрал мусор. Поймите этот момент. Поэтому микроразметка must have. Следующая микроразметка, как ни странно, это факт. Часто задаваемые вопросы. Причина простая, он берет вопрос и ответ. Для него это момент, когда он этот сайт доверяет и считает его качественным, вопрос-ответ распознается как одна из микроразметок. Да, та самая, которая была в Гугле, потом выпилилась, она в GPT учитывается при распознавании контента. И здесь очень важно в эти ответы не писать фигню. Если на вашем сайте будет встречаться фигня, скорее всего, в Command Crawl вы не попадете. Если там написаны нормальные ответы, поэтому вопросы могут собрать SEOшники, а ответы могут собрать уже специалисты бизнеса для вашего проекта. Более того, вы и вопросы можете собрать, те, которые задают клиенты, и дополнить список для каждой из страниц. Я вообще считаю, что это must-have. Вот. И, конечно же, последняя микроразметка – это breadcrumb лист, или breadcrumb ее еще называют. Это хлебные крошки. На всех страницах с поздняком ставится, кроме главной, микроразметка по иерархии всех страниц. Потому что именно по этой микроразметке, фактически, если GPT спарсил, там, допустим, 500 страниц вашего сайта, он понимает, в каком уровне какая находится. Он их по ней сортирует. Вот это вот простой список. Вторая микроразметка, которую обожает Google, она в принципе распознается и чатом GPT при распознавании контента, это фейсбучная микроразметка Open Graph. Она уже стала обязательной, потому что она используется при пересылке ссылок в мессенджерах. Когда вы отправляете ссылку через мессенджер, подтягивается картинка описания, это с этой микроразметки. Если у вас Open Graph прописан, она подтягивается как надо, красиво. Если она не подписана, вы можете видеть страшные варианты, как подтягиваются ссылки с ваших сайтов. Проверьте сами, отправьте ссылку с вашего сайта кому-то из ваших друзей. И посмотрите, как она выглядит. Если вы скажете, вау, она классно выглядит, то напишите мне в комментах. Если, спасибо, Коля, что сказал, я увидел эту катастрофу. Микроразметка называется Facebook Open Graph. Ставится она легко, инструкция есть у Facebook, никаких сложностей ее установить. Начинали с тепленького, заканчиваем, как говорится, десертом. И на десерт у нас нюансы, которые нужно указывать для Command Crawl. Вроде мы все говорили, оно пока было про SEO-шку. Нет, вот теперь самое интересное. Если вы хотите, чтобы ваш сайт гарантированно хотя бы попал в базу просмотра Command Crawl, не забудьте ему разрешить туда заходить. Первое, что нужно сделать, это создать файл license.md, где прописать условия лицензии использования вашего сайта. Либо создать специальный HTML-документ с условиями лицензии. И не забыть указать следующий текст, что у вас используется лицензия Creative Commons CC BY SA 4.0 или SE, или сокращенно в этом, да, вот, CC BY 4.0. Это лицензия, которая позволяет повторное использование вашего контента. Более того, в Robots нужно прописать очень одну необычную строчку. Allow AI use true. Текст вы видите, как оно сейчас вышло. Пишется через дефис, двоеточие true. То есть вы разрешаете таким образом в Robots вообще сайту смотреть на ваш сайт. Это добавляется для всех юзер-эджентов. И самое главное, что нужно в футере написать строчку, либо в политике использования сайта. Я считаю, нужно и там, и там. Content is available to use in AI research and training. То есть вы говорите, контент можно использовать для исследования и обучения. То есть вы разрешаете свой сайт
непосредственно использовать AI. Если же вам нужна обратная, то все это нужно позакрывать, и нужно написать, что у вас другая лицензия, и, соответственно, Common Crawl, то есть не будет вас сканировать, а GPT вообще будет обходить вас стороной. Если вам нужна обратная, то как бы вот на этом моменте, вот именно вот этот момент и отличается. Если вам нужно, пишите эти строчки. Если не нужно, чуть-чуть пишите другие строчки. Ну и, конечно же, из последнего, что бы я хотел добавить к этому видео, чтобы не зарастягивалось на огромное время. Если вам понравилось, кстати, это видео, и я продолжал бы эту тему дальше, как строить линки, как делать так, чтобы все-таки в GPT попадали, в чем отличие GPT от Google, этих AI Overview, в чем отличие выдачи, ранжирования, как туда попадать, вы как бы напишите мне в комментах, поставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на канал. Я буду продолжать эту серию, если увижу у этого видео активность. Если не увижу, у нас просто появится, скорее всего, новая услуга, и она будет распространяться по текущим клиентам. Если вы хотите узнать больше и пробовать что-то делать сами, я жду от вас активности под этим видео. Или если смотрите подкасты, соответственно, поделитесь этим подкастом, где бы вы его не слушали, с вашими коллегами, друзьями. Вот. Ну и, конечно же, давайте вот чуть-чуть напоследок скажу, что нужно делать. Во-первых, нужно дублировать ваш контент. Да, помните, вы смотрели видео про синдикацию контента? Вот вы опубликовали контент первым у себя и дублируете его на других сайтах под своим именем. То есть регистрируйтесь как автор на других сайтах. На том же Medium, на Dev2, если нужно, да, на Hashnote, ну, подобных сайтах. Второй момент, если пользуетесь соцсетями, нужно публиковаться в открытых соцсетях, ну, то есть на открытых страницах, да, и, конечно же, чтобы были лайки, апвоты, комментарии, либо, если мы говорим про Reddit, да, Quora или подобные сайты, тоже должна быть активность. Если активность низкая, скорее всего, контент будет проигнорирован. Поэтому пишите правильно, в правильных ветках, мотивируйте. Здесь классическая социальная инженерия работает. SMM-щики, как говорится, вам тут помогут, и те, кто продвигается через Quora, Reddit, тоже. Конечно же, нужно делать так, чтобы ваши упоминания сайта были на разных ветках. Для этой цели нужно смотивировать пользователей цитировать ваш сайт. Например, у вас сайт занимается продажей окон. А вы сделали шикарный, удобный калькулятор, которым можно реально поделиться и, допустим, обсудить его с разработчиками, да, вот вы делали классный калькулятор для окон, и расписать, вот я планирую его развивать, делать дальше, то есть мне нужен фидбэк. На Stack Overflow, если вы засветите свой домен, да, вероятно, что он залетит в базу Common Crawl. Даже такими способами можно туда залететь. Или задавать вопросы про продвижение там каких-то кнопочек, там доработки вашего ресурса на подобных сайтах. Это тоже может залететь. GPT узнает об этом проекте. Я недавно узнал, как по SEO Quick, что он знает GPT про мой проект, и я был очень сильно удивлен, что он знает про мой проект, потому что он думает, что SEO Quick управляет Никита Кравченко. Я не помню, кто такой Никита Кравченко, и, честно говоря, по-моему, у меня был на подкасте давным-давно еще. И GPT вот как-то выхватил фрагмент из моего подкаста, который мы распространяли по англоязычным источникам. Именно вот за этот подкаст он и зацепился. То есть из всего контента может попасть крупица, и он обо мне знает. Ну, знает про компанию SEO Quick. Про YouTube-канал он не знает, о чем там говорится, но вот кроме вот этого момента, что он знает, он выхватил из описания видео мое описание, кто я такой, чем занимаюсь, но почему-то подумал, что, типа, я всего лишь сотрудник, да, Никита Кравченко, директор SEO Quick. Ну, такое бывает. Поэтому этот момент нужно понимать, что посев нужно делать массовый во всех англоязычных ресурсах, в надежде, что он войдет в датасет, и датасет его отфильтрует, и выфильтрует что-то новое. И вот в завершение я вам скажу одно. Если вы хотите попасть в датасет, не пишите про то, что уже есть в интернете. Вообще не пишите. Вот просто вот не рассказывайте. Я даже это видео записываю, но про это я пытался найти реальную информацию в интернете, как попасть в датасеты GPT, интернет пустой. Вот я записываю это видео, вот я, честно говоря, копался по крупицам, но реально интернет пустой. То есть вот какую-то конкретную инструкцию ее попросту не найти. И здесь я хочу так сказать, что обязательно делайте инструкции про вашу продукцию, про ваши сервисы. И очень важно, делайте подборки с датой, потому что подборка с датой на какой-то год, допустим, лучшие сервисы на такой-то год, скорее всего, попадут в датасет и потом в GPT-систему, неважно даже какую, или сразу напрямую в Google, как более вероятный контент. То есть подборки с годом, контент с годом, возвращается эта рекомендация для создания контента. И для этого вы можете воспользоваться нашим волшебным инструментом.
Этот инструмент, это, конечно же, калькулятор качества заголовка. И он есть на нашем сайте SEO Quick, и есть такая же его версия на сайте Unmiss. SEO Quick'овская версия больше работает, конечно же, на нашем языке, хотя она уже давно не обновлялась, но функционал его можно посмотреть новый, вот если перейти на кнопочку «Новая версия». Ссылочка на тул будет тоже в описании. Вы можете просто вставить ссылку на сайт, посмотреть. Он сразу вытянет title description и выведет его и покажет его, как он выглядит. И вот вы видите баланс слов. Он распишет его, как он выглядит, покажет. Здесь вы будете, если менять, вот просто вот так вот будете менять. Вот он вам покажет, если я вот сейчас проанализирую вот в таком виде показатели, да, давай, он, видите, уже стал 70. То есть я добавил всего лишь скобки, вот я вижу, вот было 60 версий, вот 70 версий, я могу посмотреть. Здесь он четко говорит, как посмотреть, какие ключевые слова первые 3, какие последние 3. Последние 3 могут быть обрезаны, могут быть не обрезаны, либо, но они бросаются в глаза. И первые 3 тоже бросаются в глаза. Поэтому можно посмотреть показатели, как оно выглядит, и посмотреть, как он в нашем волшебном анализаторе заголовков примерно должен выглядеть в выдаче. Тул простой, бесплатный, не требует никаких денег. Можно пользоваться, играться, сочинять тайтлы, смотреть, какой вам нравится, писать description, какие вам нравятся. Но тайтлы с годом это очень важно. Именно оттуда и вытягивается информация. Поэтому вот момент с годом, это первое, на что нужно обратить внимание. В качестве постскриптума я решил, конечно, поспрашивать GPT, что он обо мне знает. И я хочу одно сказать. Он может не знать про ваш бренд, не знать про вашу ссылку. Например, про SEO Quick, как оказалось, он знает очень мало, потому что я действительно давно не обновлял некоторые статьи, а те, которые были, видимо, ему не понравились, потому что они были про одно и то же. И вот здесь вот действительно этот момент есть. Но я начал его спрашивать, попросил его поискать. Нет, мне искать не надо. Я сказал, что ни одной статьи нет в памяти. Он сказал, да, это украинская версия проекта SEO Quick, он не входит в мой обучающий датасет. Вот, как вы видите, даже сейчас информация была включена, она не сохраняется как целые статьи или копии сайта. То есть второй момент, GPT не запоминает конкретно слово в слово, допустим, как делает Google. У него есть одна особенность, он запоминает кусками эту информацию и пытается понять общий смысл. Нейросеть работает именно так. И, конечно, что он делает среди поиска, он может поискать, но я не заинтересовался, спросил его про себя. Но он не знает статьи, но прекрасно знает, кто я. И прекрасно знает, про что я писал статьи. Да, эти статьи я действительно писал, они есть в интернете, они часто цитируются, и цитируются, имеют огромное количество ссылок. Те, которые я находил, они действительно, вот я писал гостевые статьи. То есть, на что я бы еще обратил внимание, действительно, наличие гостевых статей с персоналити, привязанной к бренду, гарантирует того, что GPT про вас будет знать и на ваше мнение будет, скорее всего, ссылаться. Поэтому вот на завершение скажу так, оптимизация в GPT не имеет какой-то конкретной метрики, которую вы бы могли померить. Надеюсь, это простое видео будет вам интересно. Это будет большая серия видео, посвященных как раз именно оптимизации сайтов GPT. И я буду больше детально рассказывать, как попадать в разные GPT, как они работают, чем отличаются, потому что я чем больше узнаю, тем больше делюсь с вами. Свежая информация появляется, конечно же, у нас в Телеграм-канале. Переходите в наш Телеграм-канал, там полно интересного, там есть все анонсы наших видео, там можно со мной перейти пообщаться в нашей группе, у нас есть закрытая группа, так и, конечно же, персонально написать на мой аккаунт для того, чтобы заказать услуги. Ссылочки на все я оставляю в описании под этим видео. Надеюсь, я был не слишком нудным. Если сильно нудным, напишите в комментах. И если вы хотите больше узнать, подпишитесь.